В этом видео я чищу ботинки, крашу попу, пудрю носик. Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня будет видео о фигурках. Я задумала диораму Шерманом, и как раз у себя в закромах на этот случай я нашла вот такую коробочку с 4 танкистами от звезды в 35 масштабе. Набор состоит из 4 фигур, собственно. Это командир, механик-водитель, радист и заряжающий. Вот. Набор очень простой. Тут всего лишь один литник с 32 деталями. А схема сборки находится сзади коробки. Я думаю, у звезды этот набор очень давно в ассортименте. И сейчас у них, кстати, немножко изменился дизайн коробки. Но суть от этого не меняется. Итак, давайте приступать к сборке. Плюс у меня есть еще один солдатик, танкист от набора Шермана. Буду работать с 2 фигурами. Это танкист в комбинезоне, который сидит на башне из звездовского набора, и танкист в куртке из смолы, который был в наборе со звездовским Шерманом. Для начала мне необходимо собрать фигурки. Тут сборка похожа на сборку, например, танка из пластика. Отрезаем детали с литника, в данном случае руки, ноги, голову, туловище, зачищаем от литьевых швов и склеиваем. Я люблю окрашивать фигурки целиком в споре, хотя многие фигуристы любят красить голову и кисти рук отдельно. Пока я собираю фигурки, я расскажу вам немного про элементы униформы советских танкистов. Начну, конечно, с легендарного шлемофона, который стал символом образа танкиста в нашей стране. Разрабатывали его в середине 30-х годов прошлого века, и с тех времен в дизайне практически ничего не изменилось. Нужда в головном уборе для танкистов возникла тогда, когда советский танковый парк стремительно развивался, и надо было защищать головы управляющих стальной конницей. Шлемофон делали из стандартной прочной материи черного цвета, однако иногда делали из черной кожи, но очень редко. Нужна была подкладка, ее делали из байки, также нашивали валики, которые были набиты либо конским волосом, либо технической ватой. Напротив ушей изготавливали специальные карманы, туда вставляли наушники. В общем, все выглядело достаточно элегантно, и советский шлемофон можно считать более удачным, нежели берет немецких танкистов, который они использовали вплоть до начала 1941 года. Сапоги – еще одна знаменательная часть образа всякого военного, и каждый знает, из чего делали сапоги. Конечно же, из кирзы. А как его изготавливали? Брали обычную ткань, а потом на нее наносили искусственно полученный бутадиен-натриевый каучук, который имитировал натуральную кожу. Однако на самом деле полностью из кирзы сапоги не изготавливали, а использовали также и яловую кожу, и юфтевую, которая уже была натуральной. После того, как танкисты собраны, я их загрунтую кисточкой. В качестве чернового слоя я использую белую краску. Красить танкистов я буду темперными красками. В отличие от акрила, темпера дает почти идеально матовую поверхность, а в отличие от смоляных красок почти не пахнет и сохнет быстро. Только нужно учитывать, что при высыхании цвет становится чуть менее яркий, нежели свежевыкрашенный. Еще эта краска очень похожа на гуашь, но стойка к воде. Для работы мне потребуется стандартный набор художественной краски. Начну я окраску с лица и рук. Для получения телесного цвета мне потребуется 3 основных. Это сиена натуральная, белила титановый и кадмий красный. Смешиваю их в пропорции примерно 50, 40 и 10. Это будет базовый цвет кожи. И наношу его кисточкой на соответствующие места.
Для придания лицу объема я добавляю белый в базовый телесный цвет и наношу его на выступающие части лица, такие как подбородок, нос, лоб, щеки. Работа с оттенками и тенями требует некоторого опыта, которого у меня не так много. Надеюсь, к следующим фигуркам его будет немножко побольше. Более темным оттенком я прорабатываю шею, брови, под глазами и вдоль линии роста волос. Здесь я пробую прорисовывать глаза. Рисую вначале белок. Беру не чисто белый цвет, а с небольшим оттенком телесного или даже немного розового. Потом рисую зрачки сине с серым. Хотя мне кажется, что в 35-м масштабе этим заниматься не следует, а достаточно просто прорисовывать темные глазницы. Как вы думаете, так это или нет? Напишите в комментариях. Если вы не подписаны на мой канал, то самое время сейчас это сделать. Все, с лицом я закончила, теперь настало время поработать над его комбинезоном. Для этого мне потребуется кобальт синий, белила титановый и сажа в пропорции примерно 50, 20 и 30 соответственно. Мешаю их и просто наношу получившийся цвет на фигурку. А пока я это делаю, расскажу немножко про комбинезон. Это был специально разработанный для танкистов вид одежды, приняли его в 30-х годах. Самые первые образцы изготавливали из хлопчатобумажных тканей. Позже появился специальный откидной клапан и современная застежка-молния. Для чего был нужен комбинезон? Для того, чтобы защищаться от грязи, когда ты едешь в танке и когда чинишь свою бронированную машину. Это была своеобразная комбинация куртки и шаровар. Штаны при желании можно было утягивать с помощью специальных регулировочных пуговиц. Теперь на складках комбинезона я прорисовываю тени темно-синим цветом, то есть я в базовый добавила немножко черного. Настало время раскрасить шлемофон. Для этого мне потребуется опять 3 цвета. Сажа примерно 60%, белила титановые 30% и сиена натурального 10%. А это промежуточный результат. Можете посмотреть. Теперь черным цветом окрашу бинокль, обувь танкиста. Тут ничего сложного в плане цвета. Надо только все сделать аккуратно, не повредив предыдущую работу. У нашего танкиста из-под комбинезона видна гимнастерка. Что ж, придется над ней тоже поработать. Для этого надо намешать цвет, чтобы он получился защитный. Это примерно 40% сиена натуральный, 30% белил и столько же сажи. И остается все это перемешать и аккуратно нанести на гимнастерку. Ну и остается поработать над ремнями. Для изготовления подходящего оттенка мне потребуется смешать сиену натуральную, белила и сиену жженую. Ну это где-то 40, 30 и 30. И все это аккуратно нанести на танкиста.
красной краской я прорисую петлицы на гимнастерке. И попробую сымитировать стекла на защитных очках светло-серым оттенком. Для защиты глаз танкистов от пыли, веток и мелких камней во время движения полагались специальные предохранительные очки. Конструкции у них были самые разные. Но на фигуре представлен наиболее распространенный тип, который почти без изменений можно встретить и сейчас. Танкист почти готов, надо дать краске немножко подсохнуть и приступить к финальной тонировке. Кистью, предварительно смоченные в бело-голубой краске и вытертые почти насухо, я провожусь по фигуре, тем самым высветляя выступающие части танкиста, что бы это ни значило. Ой, я совсем забыла окрасить корпус очков. Надо это исправить. И напоследок жидкой черной краской я проливаю складки комбинезона, чтобы разнообразить тени. И танкист готов. Самое время взяться за его командира в куртке. Тут я работаю аналогично первому танкисту. Вначале работаю с лицом, наношу базовый цвет, потом немножко высветлений, затенений и пытаюсь прорисовывать глаза. Цвет куртки я сделала, смешав сажу с белилами в пропорции где-то 70/30. Также работаю над обувью. Ремни, кобуру нагана и сумку-палетку прорисовываю тем же оттенком, что и ремни у предыдущего танкиста. Единственное, что мне придется прорисовать еще и пряжку у ремня. Для переноски и удобного использования топографических карт в РКК использовалась специальная двустворчатая сумка-палетка. Именно этот предмет экипировки часто называют планшетом, часто путая с полевой сумкой. Палетка прилагалась к полевой сумке и носилась внутри, либо вместо нее.
Изготавливалась палетка из кожи, закрывалась сверху на клапан. Для того, чтобы клапан случайно не открывался, были предусмотрены две кнопки, а для того, чтобы не раскрывалась вся сумка, в нижнем правом углу был сделан небольшой ремешок с такой же кнопкой. Внутри палетки было одно большое отделение, в которое укладывалась сложенная топографическая карта. Также бело-серой сухой кистью я выделяю выступающие части униформы и проливаю жидкой черной краской углубления на фигурке. Вот такой получился у меня танкист. Напишите, насколько вам понравился такой подход работы с фигурками. И учтите, что я только учусь с ними работать. До этого видео я сделала, наверное, менее 10 танкистов. Напишите, чем и как вы работаете с миниатюрой. Если вам понравился формат росписи фигур, то ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. А также, какие фигуры вы хотите увидеть в моем исполнении. До новых встреч. Пока-пока.